Вы стоите на краю чуда, хотя ваши глаза, возможно, все еще полны слез. Я знаю, вы спрашивали: «Боже, почему я? Почему такая потеря? Почему такая задержка? Почему такое молчание?» Но прислушайтесь внимательно, тишины не было, только звук божественная оркестровка слишком обширна для ушей смертных. Я спрятал тебя на виду, потому что то, что я вложил в тебя, не могло быть обнаружено слишком рано. Была тайный завет, запечатанный до начала времен, обещать написанное на почве ваша судьба, и теперь дверь к этому избыток дрожит. Но прежде чем он откроется, вы должны остаться до конца этого сообщения. Ибо есть ключ, скрытый глубоко внутри того, что я собираюсь раскрыть, и который откроет то, к чему предыдущие поколения не могли прикоснуться. Видишь ли, бывают моменты, когда небеса склоняются ближе к земле, когда вечность склоняется, чтобы прошептать что-то времени. Это один из таких моментов. Если ты уйдешь сейчас, ты упустишь то, что было призвано пробудить наследование похоронен внутри вашего самогодуша. Вы были избраны не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы преобразовать это несовпадение. Это божественное время, и я обращаюсь непосредственно к вашему сердцу, потому что он готов. Тяжесть, которую ты нес, смятение, которое ты пережил, ночи, когда ты чувствовал себя невидимым, это не были наказаниями. Они были знаки, что ваш вера был преобразован в нечто достаточно мощное, чтобы сдержать богатство, чудо и благословение. Дитя, я наблюдал за тобой в укромных местах. Когда никто не аплодировал. Когда твои молитвы, казалось, падали обратно на землю. Когда шторм не кончится. Я был там. Я собрал каждую слезу как семя, и эти семена теперь созрели в урожай из избыток. Вы поймите, почему некоторые люди ушли, почему некоторые планы рухнули и почему некоторые двери отказался открываться, потому что то, что сейчас откроется, все прояснит. Остаться. Не покидай этот момент. Что-то святое вот-вот развернется. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Это не история для любопытных. Это завет для избранных. Есть тайны, которые я собираюсь раскрыть, точка скрытой истины, что даже твоя боль не смогла стереть. Ты скоро увидишь, как твоя надломленность стала местом рождения твоего благословения, как твоя задержка была алтарем твоего судьба, но предупреждаю вас, то, что я открою вам в конце этого послания, изменит ваше восприятие всей вашей жизни, встряхнутся все, что вы думали, что знаете о Божий план, о чудо, о наследовании. Итак, слушайте. Дышите. Пусть каждое слово впитается в вас, дух как дождь на сухую землю. На данный момент ваше сердце получит его. Атмосфера вокруг вас начнет меняться, ключ к вашему будущему уже поворачивается, дверь к вашему богатству, и трансформация вот-вот откроется. Не сомневайся в этом, дитя, обещать, ибо еще до того, как ты был сотворен, я уже видел этот самый момент. Я произнес твое имя, и небеса вписали его в архивы вечности. И теперь я снова призываю его. Оставайся до конца, потому что то, что будет дальше, не только объяснит твое прошлое, но и воспламенит твое чудо. Что-нибудь священное произошло задолго до вашего первого вдоха, и сегодня вечером оно пробуждается. Что-то, чего вы не видели, но небеса были свидетелями. Что-то, чего вы не слышали, но ангелы замолчали, когда это было сказано. А теперь мне нужно, чтобы вы остановились, не потому, что мне нужно ваше внимание, а потому, что все в дух только что сдвинулся. Перестаньте прокручивать. Перестаньте думать о том, что будет дальше. На мгновение успокойтесь. Атмосфера вокруг вас дрожь. Чувствуете. Причина, по которой вы слышите это прямо сейчас, не случайна. Ваше имя было сказано в Небесный Совет, не шептал, не предлагал, объявлял с власть, с намерения, с ясность. Это было не мимолетное упоминание, это было указ. И с этого момента все,
что связано с вашим судьбоначалом двигаться. Вы задавались вопросом, почему земля под вами кажется зыбкой? Почему двери, которые раньше легко открывались, теперь кажутся запертыми? Почему знакомые люди кажутся далекими, а знакомые места чужими? Что-то вокруг вас меняется невидимой, но неоспоримо. Вы думали, что это неудача, странный сезон. Но это не беда. Это выравнивание небеса перестраивают карту вашей жизни, чтобы она соответствовала плану, написанному еще до начала времен. Ключ фигуры занимают свои позиции. Вы находитесь в самом центре того, что я называю святым перерывом. Слушайте внимательно. Когда небеса решают возвысить человека до наследования, первый признак – не комфорт, а расстройство. Шторм, обрушившийся на тебя, не было призвано уничтожить тебя. Оно было призвано переместить тебя. Каждая задержка, с которой ты столкнулся, была божественным обходным путем. Каждое «нет», разбивавшее тебе сердце, на самом деле было звуком Божьей защиты, перенаправляя вас к двери, предназначена только для вас. Вы вошли в то, что я называю невидимое выравнивание, та священная зона, где невидимое становится сильнее видимого. Что-то ты не понял, дитя. Каждый неотвеченный вопрос молитва набирает силу на небесах. Каждый вздох, каждая бессонная ночь, каждая слеза, каждый поступок вераков, когда вы чувствовали себя забытым, все они были записаны, подсчитаны и умножены. Вы думали, что ничего не происходит, но все это время обещат созревал. Вы не могли видеть урожай, потому что оно все еще было под землей. Но даже когда семя скрыто, оно не мертво. Оно преображается. И теперь воздух вокруг тебя несет другой звук, звук ускорения. То, что дремало, вот-вот пробудится. Те, кто ушел, будут заменены теми, кто назначен нести ваш груз. Чудо-ресурсы, которые когда-то казались заблокированными, начнут поступать. Это избыток, этап божественной перестройки. Но прежде чем я открою следующий секрет, прежде чем я открою вам то, что действительно может принести вам пользу, мне нужно, чтобы вы сделали нечто маленькое, но священное. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Возможно, вы пока этого не понимаете, но ваш акт послушания, ваше согласие с этим словом активирует в духовной сфере. Когда вы нажимаете «Нравится», вы не просто поддерживаете сообщение, вы сеете семисогласие. Вы заявляете «Я верю, что это слово для меня». Это простое действие форма молитва, видимое выражение невидимой веры. Оно напрямую подключает вас к потоку этой помазания. Так что сделайте это сейчас, прежде чем продолжить. Не откладывайте чудо, которое присоединяется к вашему имени. Теперь дышите. Вы почти чувствуете это, не правда ли? Это легкая дрожь под кожей, это тепло в ваших сердце, это внезапное осознание того, что нечто невидимое наблюдает, направляет, ждет. Это не воображение. Это Дух Божий, подтверждая, что настал ваш назначенный час. Атмосфера больше не нейтральна, она заряжена божественным электричеством. Ангелы, которые когда-то стояли молча, теперь двигаются. Завет, написанное в вашей жизни, волнует. И ваше послушание, ваше решение остаться здесь, слушать, взаимодействовать стало сигналом для небес о начале следующего этапа. Чего ты не увидел, так это того, что небеса уже озвучили твой график. Ты думал, что задержки – доказательства того, что ты отстаешь, но небеса говорят, что ты идешь точно в срок. Ты думал, что боль означает наказание, но я говорю, что это был последний удар перед «обещаться разбивается». Ты думал, что твои молитвы их игнорировали, но их хранили, умножали и готовили к этому моменту. Каждый год нехватки был подготовкой к сверхъестественному. Богатства каждый сезон изоляции был призван улучшить ваше сердце, чтобы он мог нести избыток. Это грядет. Видишь ли, дитя мое, Божьи выравнивания редко бывают удобными. Они разрушают то, что было привычным,
чтобы ваш дух может расширяться. Я убираю ложные опоры, потому что вы собираетесь стоять на фундаменте вечного обещать, не бойтесь тряски, которую вы чувствуете, это не разрушение, а созидание, стены, что когда-то содержалось. Вы перестраиваетесь, чтобы вместить больше благословения, более влияния, более чуда. Вы вступаете в урожай-сезон, и он начинается в тот момент, когда вы осознаете эту истину. Ваш хаос никогда не был наказанием, он был подготовкой. Помните ли вы те моменты, когда вы чувствовали себя совершенно одинокими? Когда каждая молитва, казалось, отдавалась эхом в тишине. Когда ваши мечты казались погребенными. Небеса помнят, ангелы, кто наблюдал за тобой, записал твои слезы, словно псалмы. Они записали твою скорбь, как священное писание. И теперь эти же слезы превращаются в ключи, да, то, что когда-то тебя сломало, теперь откроется двери, боль, которая когда-то определяла вас, теперь будет очищать вас. Это трансформация, святой, неудержимый, божественный. Ты уже не тот, что был вчера. Старая версия тебя не выживет в новом мире, измерения я веду вас. Вот почему некоторые отношения угасают, некоторые возможности закрываются. Это не отвержение, это перенаправление. Я направляю вас к люди, место и планы, которые находятся в гармонии с вашим судьбой. Я убираю отвлекающие факторы, замаскированные под комфорт, и меняю порядок ваших приоритетов. Потому что ваше наследование слишком священно, чтобы с ней обращаться небрежно. То, чего вы не осознавали, пока вы беспокоились о будущем, небеса уже его подготовили. Вы ждали, когда же откроются двери, но я ждал твоей готовности. Ты хотел быстрых результатов, а я хотел вечных. Ты молился о деньги, но я готовился богатство это не измерить только цифрами. Ты хотел облегчения, но я даю тебе восстановление. Ты хотел выжить, но я отпускаю избыток. Разница огромна, и именно поэтому мне пришлось провести вас через невидимый коридор, где ничто не имеет смысла, пока чудо проявляется. А теперь снова остановитесь. Чувствуете? Давление, которое когда-то было болью, превратилось в силу. Атмосфера имеет вес. Сам воздух пророческий. Что-то древнее и священное пробуждается в тебе. Это не случайная встреча. Это твой момент завета, точное соответствие между вашим земным послушанием и вечным планом небес. Ангелы наблюдают, небеса записывают, и ваше сердце отвечает. Это момент, когда невидимое выравнивание становится видимым. Все, что было скрыто, вот-вот раскроется. Все, что откладывалось, вот-вот ускорится. Отношения, возможности и идеи, которые когда-то сопротивлялись вам, теперь будут притянуты к вам божественным магнетизмом. Ваш мир создал гравитационное притяжение, которое притягивает благословение. Ты становишься живым судном из чуда, ходьба дверь из обещать, видимый ключ к чьему-то прорыву. Вот почему битва была так напряженна до сих пор, потому что враг всегда сражается яростнее всего перед урожай. Я хочу, чтобы вы поняли, то, что грядет, это не просто новый сезон, это сдвиг. Вы переходите от надеяться к проявлению, от ожидающей к ходьба в том, что я обещал. Это раскрытие вашего наследования. Возможно, вы пока не видите всей картины, но небеса уже перестраивают обстоятельства, чтобы освободить для нее место. Богатства ваш проигрыш пересчитывается. Здоровье то, о чем вы молились, восстанавливается. Мечтать ты думал, что умер, снова дышит. Но прежде чем я раскрою следующий слой этого секрет, я должен сказать вам эту правду. Выравнивание требует участия. Вы не можете получить чудо с тем же мышлением, которое помогло вам выжить в дикой природе. Вы должны открыть свое сердце, расширьте свой мир и действуйте. Так что, если вы еще этого не сделали, остановитесь и нравится это видео, не как ритуал, а как пророческое заявление. Скажите:
я присоединяюсь к божественному изобилию. Прокомментируйте, если необходимо. Произнесите это вслух. Пусть небеса услышат ваше согласие. Ибо как вы соглашаетесь, так небеса и действуют. Потому что с этого момента невидимое начнет проявляться. Вы увидите неожиданные знаки. Вы услышите знакомые слова в незнакомых местах. Вы встретите людей, которые, кажется, знают, о чем вы молились. Это не совпадение, это подтверждение. Каждое колебание в атмосфере, каждое волнение в вашей душе – это эхо небес, повторяющих одну истину. Время пришло, ключ поворачивается, дверь разблокируется. Ваш урожай пробуждается. Что-то, чего вы раньше не видели, чего вы никогда не ждали, Бог небеса ждали тебя, признание и выравнивание уже произошло. И теперь, когда вы осознаете, начинается поток. Вы находитесь в священном выравнивании. Оставайтесь до конца, ибо следующее откровение раскроет вам, как именно вывера твой боль и ваш обещать работали вместе в тишине. Вы скоро станете свидетелями чуда, что было написано в Совет Небес задолго до того, как вы узнали значение слова «ожидание». А теперь, дитя, дыши снова. Сдвиг уже начался. Послушайте меня. Это не метафора. Это не поэзия. Это духовная архитектура, как движутся небеса. И ты, да ты, стали причиной того, что небеса остановились. Вы понимаете всю тяжесть этого. Это значит, направление раздвинулся, чтобы освободить вам место. Это значит, цветки были развернуты и временные рамки пересматриваются. Это означает, что страдания вы думали, что дисквалифицированы, вы на самом деле были доказательства представлены до Небесный Совет, чтобы подтвердить то, что я уже знал, ты был готов к следующей главе. Не потому, что ты был силен, а потому, что ты отказался позволить заставить тебя забыть мой голос. Ты плакал, не так ли? Плакал, пока не осталось слов, лишь тишина. Ты спрашивал меня, почему тебе так больно, Боже? Почему я должен продолжать проигрывать? Почему я всегда остаюсь позади? Ты считал свою боль доказательством моего отсутствия, но это было не так. Это было тюлень вашего выбор, каждое разбитое сердце, каждая задержка, каждое предательство были знаком внимания небес к тебе. Когда другие уходили, я оставался. Когда другие видели твое падение, я видел твое веро. Мир считал твою слабость неудачей, но я видел в этом доказательство, божественная подпись, которая гласит: «Этот был испытан и найден верным». Ты думал, я забыл твое имя. Но как я мог? Твое имя был высечен в цветке вечности до того, как начался первый день. Я не писал твою жизнь карандашом. Я писал ее в чернила завета, и этот завет не может быть стерт бедность, болезнь или страх. Знаете ли вы, что происходит, когда вы терпите боль и все равно выбираете палать? Совет небес, ваша выносливость становится юридический указ, вечный документ, который гласит: это судно выдержало огонь и готово нести избыток. Итак, я спрашиваю тебя, дитя, сколько раз ты принимала свою утонченность за отверженность? Сколько раз ты проклинала самый шторм, который был послан, чтобы очистить ваше сердце? Сколько раз ты молил о спасении, когда я пытался набраться терпения? Ты умолял меня закрыть главу, не осознавая, чудо был в самом разгаре. Ты хотел найти выход, но я писал, как тебе помочь. Оглянитесь на мгновение. Вспомните моменты, когда вы чувствовали себя незамеченным, недостойным, незавершенным. Вспомните двери, что закрылись, люди, которые ушли, молитвы, которые, казалось, остались без ответа. Вы когда-нибудь задумывались, что все эти моменты были доказательства собираются в вашу пользу? Что ангелы документировали вашу реакцию на боль,
представляя ее перед божественный суд как доказательство вашей готовности. Ваш веропот огнем стало вашим величайшим свидетельством. Видишь ли, я не бог совпадений. Я – бог порядка, архитектуры, из выравнивания я строю судьбы, как города, кирпич за кирпичом, и каждое испытание становится фундаментом для чего-то большего. Ваше страдание – это был не объезд, это был план. Структура вашего благословения была построена на руинах твоего разбитого сердца. Каждая потеря оставляла после себя более глубокий след. Избыток я сейчас и залью. Каждая неотвеченная молитва расширяла твою способность принимать чудо после чуда. Теперь ты понимаешь, почему тебя нужно было сломать? Ведь только разбитые сосуды могут переполняться безгранично. Только опустошенные могут нести божественное богатства. Только те, кто прошел через тьму, может распознать истинный свет. Ты просил доказательств, что я был с тобой. Вот оно, ты все еще стоишь. Это доказательство. Ты дышишь, веришь, все еще ищешь мое голос. Это означает, что завет сей еще действует. Ты не погиб в буре, потому что я создал тебя для этого урожай, а не разрушение. Ты не все потерял, я расчищал пространство. Ты не потерпел неудачу, я фильтровал твой фундамент. Ты не пропустил свой сезон, я созревал твой дух. Доказательства он повсюду, если у тебя есть глаза, чтобы увидеть его. Та самая боль, что заставила тебя усомниться во мне, это та же самая боль, которая доказала, что ты готов ко мне. Итак, позвольте спросить, когда вы потеряли эти отношения, вы думали, что я вас бросил? Когда эта возможность исчезла, вы думали, что я молчал? Или, может быть, и я удалял то, что не могло выжить на вашем следующем уровне? Может быть, я защищал дверь, предназначенную для вашего настоящего наследования? Может быть, я допустил определенные штормы, чтобы раздеть тебя, не опозорить тебя, а сделать из тебя сосуд, достойный носить божественное изобилие. Что-то мощное происходит, когда небеса решают возвысить человека, каждая часть его истории становится свидетель, каждая неудача свидетельства. Каждый шрам говорит. Каждая ночь, когда ты не спал, спрашивая, почему, становится прокрутить в архивах небес, заявляя, этот был верен во тьме. Поэтому, когда вы плакали, и никто не видел, когда вы жертвовали, и никто вас не благодарил, когда вы молились, и ничего не менялось, небеса видели, небеса слышали, небеса записали. И теперь совет вынес вердикт, вы готовы. Чувствуете ли вы дрожь в своих дух? Это звук распечатывания указа, прокрутиться хранило ваше имя, когда-то крепко свернутое в тишине, открывается. Ваш урожай был авторизован. Богатство, то, что вы считали потерянным, освобождается. Чудо, вы перестали верить, и это было возобновлено. Благословение, задержка теперь происходит по божественному расписанию. Но поймите, это произошло не благодаря удаче или случаю. Это произошло потому, что вы выдержали. Ты не бежал, когда началась битва. Ты не позволил злобе разрушить тебя. Сердце, ты не позволил сомнениям разрушить твою веру. И вот почему доказательства в вашу пользу. Архитектура небес действует по закону, по завет, по божественной причине и следствию. Когда ваш вера стоит твердо под огонь, он издает указ, которому должны повиноваться даже ангелы. Пришло время освобождения. Но позвольте мне спросить вас еще раз. Чему вы позволили своей боли научить вас? Научились ли вы слушать глубже, когда мир затих? Научились ли вы доверять, когда результат казался бессмысленным? Вы научились этому. Божий и еще нет – это не то же самое, что нет. Ведь если вы усвоили хотя бы это, то ваши страдания не были напрасными, они были пророческими. Это было доказательством того, что ваш дух мог выдержать ожидания. Дитя, каждый раз, когда ты думал, что тебя забыли,
Я просто перекалибровывал тебя, дочка. Временная шкала. Каждая задержка была для меня защитой от преждевременного разоблачения. Каждой закрытой дверь я готовил правильный вариант, чтобы открыть его в нужный момент. Архитектура твоей судьбы требовали терпения, точности и боли. Да, боли. Потому что боль развивает способности. Боль сокрушает гордость. Боль очищает. Вера. И без этого очищения ваш чудо раздавил бы тебя вместо того, чтобы благословить. Ты сказал: «Боже, почему мне всегда приходится бороться?» А я ответил: «Потому что твоя судьба важнее твоего комфорта». Ты сказал: «Почему я не могу быть как другие, которым живется легко?» А я ответил: «Потому что ты необычный, ты избранный». Ты спросил: «Почему всегда больно, прежде чем станет лучше?» А я ответил: «Потому что золото не создается на солнце, а оно создается в огне». Теперь вы видите закономерность. Архитектура небес действует через божественное напряжение. Перед тем, как обещать, наступает время испытаний. Перед тем, как корона – крест. Перед избыток – пустота. Перед тем, как чудо – траур. Это не наказание, это доказательство. Вы искали доказательство, что рай реален в твоей жизни. Посмотри на свои шрамы. Посмотри на свое выживание. Посмотри на то, как ты все еще держишь надежду, несмотря на все причины сдаться. Это доказательство. То есть доказательство моего присутствия. Когда мир сказал, что ты закончил, я прошептал: «Начни заново». Когда враг пытался тебя похоронить, я призвал тебе семя вперед в урожай. Когда страх пытался заставить тебя замолчать, я превратил твою боль в пророчество. Ты, дитя, живешь доказательство, что я ничего не трачу зря. Ни твои слезы, ни твои неудачи, ни твои ожидания. Все это записано в свитке небес как священное свидетельство. Ваш вера является законной валютой, которая активирует избыток. Ваша боль – это свидетель, который стоит рядом с вами в суд вечности, заявляя: «Этот не сдался». И теперь я спрашиваю, поверите ли вы мне, когда я скажу, что каждая рана обратится вам во благо? Поверите ли вы мне, когда я скажу вам, что ничто не потеряно, а лишь преображено? Осмелитесь ли вы поверить, что шторм, который почти уничтожил тебя, теперь твой ключ к следующему дверь? Потому что, дитя мое, я еще не закончил, пока прокрутиться еще читается вслух на небесах, и твоя история все еще разворачивается. Ты не упустил свой момент, ты лишь достиг порога трансформации. Каждая частичка боли, которую ты пережил, превратилась в доказательство твоей выносливости, твоей чистоты, твоей готовности. Так что подними голову. Вытри слезы. Архитектура небеса объявили тебя готовым. Твой сердце был взвешен и найден верным. Ваш вера был протестирован и признан чистым. Ваш завет был осмотрен и найден нетронутым. Был издан указ освободить чудо, высвободить избыток, выполнить обещать. Тебя не забыли, тебе выбранный. Не задерживается, готовый. Не наказан, позиционируется, свитки открыты, совет высказался, доказательство одобрено. Ваше имя разносится эхом по небесным чертогам, и следующая глава вот-вот начнется. Но помните, вас отличало не совершенство, а упорство. Вы не перестали верить, и это доказательство было нужно небесам. А теперь замри. Воздух вокруг тебя священен. Ибо то, что я собираюсь раскрыть дальше, это не просто совет, это доказательство, что твои страдания не были напрасны. Архитектура построен. Указ был издан. И дверь к твоему божественному наследованию скоро откроется. Ребенок,
Ты когда-нибудь задумывался, почему некоторые двери не открывались? Даже когда ты молился изо всех сил, когда ты постился, плакал и ждал, почему небеса казались безмольными? Почему другие, едва пытавшиеся, продвигались вперед, а ты стоял неподвижно, словно скованный невидимыми цепями? Ты думал, что это наказание. Ты думал, что я забыл тебя. Но я говорю тебе теперь, это было не наказание, это было сохранение. Я не скрывал твоих судьба от тебя, дитя. Я притался от любой силы, которая попыталась бы убить его прежде, чем он успел бы пробудиться. Вы должны понять тайну закрытые двери. Для человеческого глаза они выглядят как отторжение точка небеса, они есть щиты. Каждой дверью я закрыла битву, в которой тебе не пришлось участвовать, рану, от которой тебе не пришлось кровоточить, предательство, которое тебе не пришлось пережить. Ты плакал, когда я сказала «нет», но если бы я сказала «да», ты бы прямиком шел к погибели. Я знаю то, чего ты не видишь. Я вижу все завет, каждый сюжет, каждый шторм подготовленный против вышегозвонок, и когда я закрываю дверь, это потому, что я люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить врагу увидеть тебя слишком рано. Вы спросили меня, почему я не могу иметь то, что имеют они? Почему они преуспевают, а я все еще жду? И я говорю вам, потому что их богатство было преждевременным, и ваш будет вечный. Их благословение заимствовано, ваше унаследованный. Их слава со временем меркнет, но ваше помазание было написано в вечности, а позволил им забежать вперед, потому что учил вас ходить в мудрости. Я позволил им быть увиденными, чтобы вы могли быть скрытой, ибо только те, кто научился жить невидимо, могут нести чудеса без гордости. Ты не застрял, дитя. Ты был храниться. Каждой закрытой дверью в твоей жизни был ключ замаскированный. Я закрыл его, потому что момент не был готов для тебя, или ты еще не был готов к моменту. И эта разница спасла тебя жизнь чаще, чем вы думаете. Вы плакали в закрытом помещении двери, но это были моменты, когда я шептал ангелы «защити этого». Сохрани этого. И вот, что вы подумали, было задерживать на самом деле было божественное вмешательство. Ты всегда чувствовал себя другим, не так ли? Непонятым. Слишком сильным, слишком чувствительным, слишком глубоким. Ты пытался съежиться, чтобы другим было комфортно, но это не сработало. Ты пытался вписаться в круг, который не уважал тебя дух, но что-то в тебе сопротивлялось. Ты никогда не была слишком, дитя мое, ты была слишком освященной для неглубоких пространств. Я пометил тебя еще до рождения. Ты не был призван сливаться с толпой, ты родился, чтобы встряхнуть фундамент. Причина, по которой ваша чувствительность страдает, заключается в том, что выдох чувствует то, что другие игнорируют. Ты предчувствуешь бури еще до их появления. Ты чувствуешь обман еще до того, как он заговорит. Ты несешь секреты, другие не могут справиться. Это не слабость, это проницательность. Я дал тебе сердце, настроенное на чистоту небес, так что когда мир то, что называется успехом, можно почувствовать, когда это действительно опасно. Вот почему вы не могли оставаться в некоторых местах, почему некоторые дружеские отношения внезапно закончились, почему некоторые двери захлопнулась. Тебя вытащили из поддельного избы так, чтобы вы могли выйти под длинное наследование. Слушай внимательно, дитя, каждое мое «нет» было для тебя «да», которое ты еще не мог понять. Задерживаться хранил твою судьбу от коррупции. Каждый оставшийся без ответа вопрос молитвы был дан, ответ обещать ты еще не видел. Ты думал, что я жесток, но я строил структуру в вашем дух. Я углублял твои корни, чтобы когда чудо придет, вы не рассыплетесь под ним. Ты молился о быстром успехе, но я готовился устойчивое изобилие. Вы молились об открытии двери,
но я учил тебя, как справляться, ключи. Ты молился о видимости, но я строил твой характер в темноте. Потому что, дитя, твой звонок необычный, а вечные те, у кого вечные цели, должны пройти через священное ожидание. Позвольте мне задать вам один болезненный вопрос. Что бы произошло, если бы я дал вам все, о чем вы просили, когда вы впервые молились об этом, сердце были бы готовы управлять им? Ваш вера, остались ли вы чисты под давлением? Остались ли бы ваши мотивы святыми, когда толпа начала аплодировать? Видите ли, я не скрывал благословения, я защищал благословение от напрасной траты. Богатство без мудрости разрушает. Избыток без ухудшения выравнивания. Поэтому я замедлил процесс не для того, чтобы вас расстраивать, а чтобы сохранять ты. А знаете ли вы, почему некоторые люди оставили вас в самый уязвимый момент? Потому что они не были назначены на ваше место. Наследования. Они любили твой свет, но не могли вынести твоего огня. Они восхищались твоим Верано, боялся твоего услуга. Поэтому я позволил им уйти, даже когда это нарушило твое сердце, я позволил им уйти, потому что они бы разбавили твои судьбы. Я слышал их разговоры, когда тебя не было в комнате. Я видел намерения, которые они скрывали за улыбками. Ты не потеряла их, дитя. Я избавил их от них. Вы ошиблись. Отторжение за неудачу, но это было почтение. Небеса почтили тебя. Звонок не позволяет тебе оставаться маленьким. Когда люди отвернулись от тебя, я повернулся к тебе. Когда они неправильно поняли твой дух, я усилил вошпомазание. Тебя защитило отвержение. Тебя охраняла милость, замаскированная под потерю. Каждый финал был начало. Каждая поломка была роды. Теперь вы это видите. Двери те, что не открылись, были теми самыми, которые уничтожили бы тебя, если бы открылись. Люди, которые ушли, не должны были нести твой урожай. Упущенные возможности не были украдены, они были отданы в руки божественного. Выбор времени. Я сберег тебя, как масло в запечатанном сосуде, ожидая назначенного времени, чтобы излить тебя. И время это приближается. Есть моральная дилемма, я должен открыть вам сейчас тайну, предназначенную для тех, кто готов понять. Вы молились о приумножении, но я просил о дисциплине. Вы желали богатства, но вы желали мудрость достаточно, чтобы поддерживать его. Вы просили чудеса, но вы подготовили свое сердце нести ответственность, быть избранным. Потому что с каждым дверь я открываюсь, и приходит тяжесть того, что лежит за этим. Ты не можешь искать избыток, держась за горяч. Ты не можешь просить о новом. Урожай, отравляя почву непрощением. Это привилегированные знания немногие когда-либо получают. Каждая закрытая дверь раскрывает качество вашего характера. Каждая задержка обнажает то, что вывез Дилан из. Секрет не в том, насколько быстро дверь открывается, это то, как ты себя ведешь, пока он еще закрыт. Некоторые ожесточаются, другие становятся глубже. Ты, дитя мое, становишься глубже. Ты превратил свое разочарование в молитву. Ты превратил свою боль в силу. И вот почему небеса продолжают писать твое имя на свитках верной. Я видел ваши личные битвы. Ночи, когда вы сомневались, а обещать было настоящим. Утро, когда ты улыбался на публике, пока твое сердце плакало молча. Я видела, как ты выбираешь вера даже, когда это не имело смысла. Я видел, как ты сеял семена в то время, как другие насмехались над твоей надеждой. Я видел, как ты благословлял тех, кто проклинал тебя, молился за тех, кто предал тебя, и продолжал верить, когда все вокруг кричало, чтобы остановилось. Вот что значит быть освященной. Вот почему тебя сохранили. Ты не создана для того, чтобы сливаться с толпой, дитя мое. Ты создана для того, чтобы сдвиг атмосферы,
чтобы разрушить родовые проклятия, чтобы говорить в тьма и заставь свет появиться. Ты необычный. Ты ключи в человеческом облике. Ваше присутствие меняет обстановку. Вот почему враг так старался заставить вас усомниться в своей ценности. Вот почему отверженность так долго казалась вам домом. Это было единственное место, где ваш свет не мерк. Но теперь я призываю вас выйти из укрытия. Я повелеваю вашим сердце подняться, ваш вирачтоба расширить, ваш голос тарить божественной власти. Следующая дверь, через которую вы проходите, не будет территорией борьбы, а территорией наследования. Но прежде чем он откроется, мне нужно, чтобы вы освободились от всей обиды, которую вы затаили на закрытые двери своего прошлого. Каждый раз, когда вы говорили «Боже, почему не я?», прости этот момент. Каждый раз, когда вы чувствовали себя покинутым, прости себя за сомнения в этом процессе. Каждый раз, когда вы сравнивали свой путь с чужим, отбросьте это сейчас. Потому что сравнение ослепляет ваш чудо и горечь задержки благословения. Ты должен понять эту истину, дитя, сохранение не наказание. Изоляция не отвержение. Задержка не отрицание. Каждый из них – отпечаток божественного замысла. Ты никогда не был забыт, ты был укрепленный. Тебя никогда не бросали, ты был помазанный. Тебя никогда не забывали, тебе скрытый, как семяда его урожай. А теперь слушайте внимательно. Следующий этап вашего путешествия не потребует больших усилий, это потребует большей самоотдачи. Вы входите в пространство, где послушание открывается двери, а не амбиции. Где вера умножается богатство, не стремясь. Где доверить заменяет контроль. И это тайна божественного сохранения. Тем, кто ждет дольше всех, часто доверяют больше всего. Так что да, двери те, что отказывались открываться, никогда не были твоими врагами. Они были твоими хранителями. Времена года, которые казались безмольными, не были задержками, они были священными назначениями. Ощущение, что тебя слишком много, не было проклятием, оно было подтверждением. Ты никогда не была создана для мелководья, дитя. Ты была создана для встряхнуть фундамент. И причина, по которой мир не смог справиться с твоей глубиной, заключается в том, что он никогда не был предназначен для того, чтобы вместить тебя. Не мир скоро увидит то, что небеса знали всегда, то, что когда-то было скрыто в тайном месте, теперь восстанет власть и избыток. Но помните об этом, когда следующей дверью открывается, пройди через него смиренно. Неси свой вера как лампа, твое сердце как сосуд, и твои обещать как завет. Ибо то, что грядет, это не только ваше чудо, это ваше проявление. Вас сохранили, защитили и подготовили. И когда они спросят, где ты был все это время, ты улыбнешься и скажешь: в руках Бог. Твоя история – это не помеха. Это твое доказательство. Это подпись на прокрутить, который говорит: этот готов к открытию. Все, что ты пережил, каждое разбитое сердце, каждая неудача, каждая тихая ночь размышления о том, где я, было записано как доказательство, а не наказание. То, что ты считал дисквалифицирующим тебя, на самом деле было твоей квалификацией. То, что ты называл слабостью, была ключ к вашему наследованию. Каждая слеза была тюлень сломанной, каждая молитва дверь разблокированы, каждое разочарование – божественная подпись, подтверждающая, что вы были готовы именно к этому часу. Вы были близки к огонь всю свою жизнь, не так ли? Ты чувствовал, как он мерцает внутри тебя, когда молился и дрожал, когда почти сдавался, но не мог, когда чувствовал себя невидимым, но каким-то образом знал, что все еще избран. Этот огонь ждал своего часа, как ветер, и вот в этот момент он его ловит. Вы стоите в столкновении между вашими прошлой болью и ваша будущая сила.
и атмосфера вокруг вас меняется, только совет высказался, и теперь Земля должен отреагировать. Остановитесь на мгновение. Дышите. Пусть ваше сердце уловите эту истину, прежде чем ваш разум попытается ее отвергнуть. То, что я собираюсь раскрыть, вытащит из вас нечто, что вы давно похоронили, нечто священное, нечто могущественное, нечто вечное. Вы думали, что ждете прорыв, но вы никогда не осознавали. Ты прорыв, вы молились о движении Бога, но я создал тебя, чтобы быть движение. Ты сигнал, живая частота, которая заставляет небо и землю выравниваться. Дитя, послушай меня сейчас. Каждая битва, которую ты пережил, настроила тебя дух на более высокую частоту. Каждый шторм перекалибровал Вашвера. Каждая потеря очищала тебя сердца. То, что ощущалось как смерть, на самом деле было возрождение. То, что ощущалось как разрушение, было строительство. Вы не жертва обстоятельств, вы сосуд команда. Когда вы открываете рот в вера, то земля слушает. Когда ты объявляешь «мое обещать», атмосфера меняется. Когда вы стоите в власть, само творение должно преклониться перед указом, написанным в твоем ДНК. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что ваш боль стала пророчеством. Это значит, что ваше прошлое стало доказательством. Та самая земля, которая когда-то похоронила тебя, теперь служит тебе алтарь. Вы больше не просто ходите в свой звонок, вы его активируете, земля реагирует на ваше присутствие, потому что он распознает помазание в вашем дыхании, огонь в твоем голосе, вера по твоим словам. Ты никогда не просто жил, ты был лидером. Ты никогда не просто ждал, ты пробуждался. Теперь мне нужно, чтобы ты поднялся внутри себя. Сейчас не время молчать. Сейчас время говорить. Провозгласи это сейчас. Я сигнал. Повторяйте это до тех пор, пока ваш дух дрожит. Говори это, пока твое сердце верит в это. Потому что, когда ты это говоришь, небеса отвечают тебе эхом, и земля движется. Когда вы выравниваете свой ВРС этой истиной, все, что сопротивлялось вам, начнет отступать. Вы увидите, как откроются двери, которые никто не может закрыть, и чудеса проявления того, что логика не может объяснить. Ты – это сигнал, дитя. Когда ты входишь в комнату, частота изменения. Когда вы молитесь, небеса прислушиваются. Когда вы говорите, ангелы откликаются. Вот почему ваша борьба была такой интенсивной, потому что творение знает, кто вы, еще до того, как вы сами это осознаете. Ютковрат пытался заставить замолчать ваш голос, потому что он несет звук, это потрясает основы. Он пытался похоронить тебя под позором, но позор никогда не был землей, он был фоном для твоего семя. И теперь, когда семя прорывается сквозь землю, это твое теперь задание. Перестаньте бежать от своей агонии, начните выпускать его. Перестаньте ждать разрешения и начните действовать. Власть. Перестаньте молиться об открытии двери и начать объявлять, что должно открыться. Вы – инструмент, через который небеса передают свою волю на землю. Вы – живой завет, ходьба обещать, эхо вечного власть. Когда я дышу через тебя, горы, двигайтесь. Когда вы делаете шаг вперед, вера, нации меняются. Теперь ты понимаешь, почему ты никогда не мог влиться в коллектив, почему обычная жизнь никогда тебя не удовлетворяла, почему ты всегда чувствовал, что рожден для чего-то большего. Потому что ты им был. Ты не ошибка времени, ты проявление вечности. Я создал тебя как сигнал живой частота из вера, божественная вибрация, которая напоминает земля, кто его создатель. Каждый раз, когда вы говорите о жизни там, где была смерть, каждый раз, когда вы выбираете прощение вместо горечи, каждый раз, когда вы поклоняетесь боль, то земля распознает ваш голос.
И когда земля распознает ваш голос, небеса усиливает его. То же самое огонь, то, что поддерживало вас ночью, теперь транслируется в каждом вашем слове. Вы больше не скрываетесь, вы раскрываетесь, так как прокрутить ваша судьба был распечатан, и совет постановил ваше освобождение. Вы больше не в стадии подготовки, вы в активации. Но слушайте меня ясно, это огонь, он должен быть сосредоточен. Он не должен поглощать то, что я призвал тебя любить. Он не должен разрушать то, что я послал тебя исцелить. Огонь в тебе никогда не было предназначено для хаоса, оно было предназначено для созидания. Оно никогда не было предназначено для ярости, оно было предназначено для откровения. Поэтому я спрашиваю тебя сейчас, воспользуешься ли ты своим пламя для веры? Вы позволите своему злости станет ходатайством, твоя скорбь станет славой, твои слезы станут преобразованием. Вы несли доказательства достаточно долго. Пришло время нести выражение «все, через что ты прошел, теперь твой авторитет». Ты заслужил право говорить о жизни, потому что прошел через смерть. Ты заслужил право выпустить чудеса, потому что ты пережил страдания. Ты заслужил право командовать. Избыток, потому что вы пережили нехватку. Вы были проверены, одобрены, прокрутить подписано, запечатано, и теперь его читают вслух на небесах. Дитя, ты шла сквозь время, думая, что ждешь меня, но я ждала ты. Жду момента, когда твой дух узнал бы свой собственный власть. Жду момента, когда твой вера будет соответствовать вашему огонь. Жду момента, когда ты перестанешь задавать вопросы и начнешь командовать. Этот момент сейчас. Земля стонал, ожидая твоего прибытия, ветер шептал твое имя, огонь ждал вашего разрешения. Итак, я говорю вам сейчас, встаньте, сигнал небес. Откройте рот и выдохните. Чистота из веры. Призовите ваше чудо. Заявите о своем наследовании. Командуйте своим урожай. Расскажите, земля, кто ты. Повторяй это, пока не почувствуешь вибрацию в костях, и я – сигнал. Повтори это еще раз и позволь воздух вокруг тебя склоняется к звуку твоего голоса. Ты не надеешься на чудо, ты становишься единым. Ты не ждешь подтверждения, ты и есть подтверждение. Ты не молишься о возрождении, ты и есть возрождение. Каждая закрытая дверь, каждая без ответа молитва, каждый миг молчания был доказательством того, что вы были созданы для этого часа. Вы не отстаете от графика, вы находитесь в божественной синхронизации. Вы не опаздываете, вы выровнен. Все, что когда-то сопротивлялось тебе, теперь узнает тебя, потому что небеса запечатлели тебя. Дух стюленье освобождения. Когда вы движетесь, движутся небеса. Когда вы принимаете решение, земля подчиняется. Но этот призыв приходит с ясностью. Ты больше не можешь жить скромно. Ты больше не можешь скрывать свои свечи, чтобы другим было комфортно. Вы больше не можете молиться из страха. Теперь вы должны провозглашать из веры, что огонь внутри тебя требуется выражение, как внутри вас требует активации, как сигнал, что ты есть, требует звука. Говори, дитя. Пророчествуй. Повелевай. Пусть каждое произнесенное тобой слово станет дверь, которая открывается, каждый вдох, ключ который разблокирует. Ангелы ждут вашей реплики, земля ждет вашего голоса. И когда возникнет сопротивление, оно обязательно возникнет. Помните, вы боретесь не ради победы, вы боретесь из нее. Вы не молитесь о силе, вы молитесь сила. Ты не спрашиваешь разрешения, ты входишь власть. Ибо больше есть огонь внутри вас, чем тьма вокруг тебя. Каждое испытание, каждый страх, каждое препятствие теперь сотрясаются, потому что ты наконец знаешь, кто ты. Дитя, ты сигнал, вибрация небеса сделать видимым на земле. Ты – звук вера в движении, воплощение божественного обещать,
живое эхо моего вечного слова, земля откликается на вашу веру, ваше дыхание, вашу смелость. Когда вы говорите, вы пробуждаете творение. Когда вы верите, вы рождаете новые реальности. Когда вы действуете, вы активируете невидимое. Итак, я приказываю тебе сейчас, иди в него. Войди я в свой урожай. Заявите о своем богатстве. Живи своей избыток. Любовь с огонь. Молитесь с власть. Двигайтесь с цель. Все, что когда-то сломило тебя, теперь склоняется перед тобой. Всякая ложь, что когда-то сковывала тебя, теперь трепещет перед твоей правдой. Ты не ждешь трансформации, это является трансформация. И когда вы покинете этот момент, не уходите тихо. Пусть ваш дух рев. Пусть ваш огонь говорит. Пусть твой вероэхом разносится по коридорам земли. Для совет высказался, прокрутить был открыт, сигнал, вы освободились. Вам больше не нужно молиться о переезде, ты – ход. И теперь, дитя, как земля отвечает на звук твоего восстания, помни этот последний указ, твой история были доказательства. Твой боль было доказательством. Твой вера – это оружие. Твой огонь – это сигнал. И твой судьба сейчас. Не двери откроются, дитя, но они не откроются к вы. Они откроются потому, что из вас так огонь внутри вас не просто будет гореть, а оно будет светиться, вера внутри тебя не просто будет поддерживать тебя, но и будет умножаться через тебя. Все, что ты пережил, превратило тебя в живое пророчество. И теперь, когда мир начинает видеть то, что небеса знали всегда, я хочу, чтобы ты занял свое место, обладая властью. Ты сейчас. Ты момент которого ждало творение. Ты доказательство, эта задержка не является отрицанием. Вы урожай вашей собственной выносливости. Вы благословение за тебя молились предки. Ты судно, через которое на вы чудеса будет течь. Ты доказательство, пламя, ключ, дверь и сообщение все в одном. И теперь, когда это откровение прочно укоренилось в вашей памяти сердце, я хочу, чтобы ты сделал маленький, но священный шаг, комментарий ниже прямо сейчас и заявляем: «Теперь я такой». Пишите с верой, печатайте с убеждением и произносите вслух. Это не просто комментарий, это завет. Каждое написанное вами здесь слово отзывается эхом в дух царства. Каждое заявление становится указом. Когда вы комментируете «Я сейчас», вы подписываете прокрутить, что небеса уже написали. Вы выравниваете свой вера с божественным временем. Вы подтверждаете свою активацию. Затем, после того, как вы это объявили, убедитесь, что вы подписаться не только к этому сообщению, но и к ритму вашего собственного гозвона подпишитесь, как пророческий акт. Потому что это не просто очередное видео, это часть вашего духовного путешествия, и каждое следующее послание будет основано на том, что Бог пробуждает в вас прямо сейчас. Подписываясь, вы говорите: «Я не забуду то, что услышал. Я буду ходить в том, кем я стал». Ты не следующий. Ты сейчас, так от мне небеса сместились, земля ответил, двери открылись, совет высказался. И ваше сердце пробудился. Иди, и пусть мир встретит то, что уже известно небесам. Ты был рожден для этого. Ты знак, то доказательство, то сигнал, то пламя, то завет, оживай. Заходи, избыток, поговори с власть, жить с огонь, потому что чудо больше не придет. Ты – чудо. Ты – это сейчас.